Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Я з радістю представляю нашого гостя для вас. Це є військовий експерт та аналітик Ігаль Левін. Ігаль, вітаю. Да, приветствую. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми в прямому ефірі, тому ви можете писати свої запитання, конструктивні, адекватні, будемо виносити для обговорення. Ігаль, в першу чергу хотів вас запитатися про те, що відбувалося останні кілька днів на території України. Це цинічний терор з боку Росії. Нагадаю, це Полтава, інститут зв'язку «Приліт», це Кривий Ріг, звісно, і це Львів. Скажіть, будь ласка, яка мета цих ударів, що раніше там була енергетика, так, чи якісь військові об'єкти, а зараз просто цивільна інфраструктура? Знову ж таки, повторюсь, яка мета цих ударів? Удары по энергетической инфраструктуре, здесь ничего не менялось. То есть их цель действительно выбить украинскую возможность генерировать энергию, особенно в преддверии зимы. Здесь ничего нового нет. Другое дело, что они накапливают ракеты для своих ударов, то есть они их производят, это хорошо известно, и поэтому их удары по энергетике, они происходят волнами. То есть вот через какой-то там период новый большой удар. Потом они опять накапливают, снова наносят удар. Это первая сторона монеты. Вторая сторона монеты — это террор именно конкретно против гражданских. То есть мы видим, что это не случайные прилеты, это не отклонение от цели и так далее. Это целенаправленные удары по гражданским, причем более того, они выискивают цели, где есть большая вероятность того, что будут дети, то есть это или детская больница, или детский санаторий, как это было где-то в Сумах, по-моему, было, или детские площадки. То есть это целенаправленные удары по гражданскому населению Украины. Это связано с тем, что у них нет точного оружия, то есть какие-нибудь там шахеды и так далее, эти все системы, они не славятся своей точностью, корейские ракеты, например, да, и так далее. Поэтому их целенаправленная политика действительно запугать максимально украинское население, чтобы украинское население, опять же, это тактика, которую они, стратегия, точнее, они уже используют уже больше года. Или как бы фактически все полномасштабное вторжение. С целью вынудить, с целью заставить украинское население, чтобы оно давило на украинское руководство, чтобы оно шло на прекращение огня с Россией, то есть на условиях России. Кстати, сегодня в федеральных СМИ российских прилетела новость как раз о том, что Путин заявил, что он все-таки согласен, он готов разговаривать с Украиной, договариваться и так далее. Конечно же, на их условиях, то есть обратите внимание, как это идет вместе, то есть удары по гражданским, да, то есть подход к психологической манипуляции, то есть как злой и добрый полицейский. То есть сначала ударили гражданским по детям, убили, то есть создавая такую кошмарную ситуацию. Потом говорят, смотрите, мы там на самом деле хотим разговаривать, мы хотим договариваться. То есть как бы пытается показать Москва, что как бы это Киев нет договороспособный, что это именно банковая не идет. И то есть война продолжается, ужасы, гибель гражданских и детей продолжается якобы по вине Киева. Специальная манипуляция Москвы. То есть это не просто так удары сначала, эти массированные, которые вы упомянули, да, а потом заявления на федеральных СМИ везде, что Путин не против разговаривать, все согласны и так далее, и так далее. И потом со времен Стамбула они готовы там вести переговоры и так далее, и так далее. То есть хотят показать себя на самом деле как будто миротворцами, как будто они до войны как будто не хотят и так далее. Нет, это очень подлая, потому что по детям-то бьют, подлая и хитрая манипуляция, ни в коем случае нельзя на нее вестись. Гражданским, то есть украинское правительство, я подозреваю, они так прекрасно понимают, что все эти манипуляции. Гражданские не должны вестись на это. Но нужно понимать, что все эти разговоры Москвы о прекращении огня — это разговоры о капитуляции Украины, а не прекращении огня. Ігаль, власне, аналітики інституту вивчення кажуть, що Путін розраховує на повільну таку повзучу окупацію всієї України. Хоча, знаєте, деякі спікери мене запевняють, що Росія хоче зайти на адмінтериторії, ті, яка вона внесла в Конституцію, і далі сідати за стіл переговорів і писати якісь перемовини. Власне, Ігаль, на вашу думку, мета ж це повзуча все ж таки окупація всієї України, і ці удари також тиск на психологічний на українців, тому що німецькі видання кажуть, що цієї зими можуть виїхати 400 тисяч. Ті, хто можуть собі дозволити, і мають право, звісно, покинути Україну. Как я и сказал, психологическое давление в первую очередь на украинское население. То есть нужно понимать, что того, что бьют по гражданским, это никак не влияет на военных, я имею в виду с точки зрения военной структуры. Родственники, понятно, гибнут и так далее, но имеется в виду, что никакого здесь вплыва, влияния на саму армию нет. Армия функционирует, продолжает функционировать, как она функционировала. То
То есть это целенаправленный террор против гражданских с целью запугать. Что такое террор? Ну, террор — страх. Это угроза насилия или применение насилия по отношению к гражданским, то есть не к военным. Тогда это не терроризм, терроризм по отношению к гражданским. Вот по отношению к гражданским с целью политических дивидендов, то есть каких-то политических вот требований. Этим отличается террор от криминала, да, когда у вас банда бандитов кого-то где-то ограбила с целью именно наживы, это не терроризм, это бандитизм, это криминал. Но если эта банда требует при этом создания своего государства или прекращения огня, или там освободить какую-то политику и так далее, это тогда из криминала переводят это как раз в призму терроризма. Так как Россия требует политические требования, там, капитуляцию Украины вот, на их условиях там, и так далее, и так далее, и так далее, да, превращают это действительно в терроризм. То есть они бьют по гражданским с политическими требованиями. Да, в первую очередь, конечно же, психологический тиск на українське населення. Ігалія, хотів би згадати Курську операцію, тому що в ексклюзивному інтерв'ю NBC Володимир Зеленський, президент України, сказав наступне, що ми будемо утримувати територію, яку контролюємо в Курській області, необмежену кількість часу. Власне, хотів вас запитатися, ну і, звичайно, акцентував Зеленський, що в нас немає на меті окуповувати ці території чи привносити туди життя України. Абсолютно ні. Яка мета тоді курського наступу? Це відтягування військ, це, можливо, сильна рука при перемовинах, обмін територій, тобто основна ціль, як ви вважаєте? Не, ну какие цели озвучено было как и верховным главнокомандующим, так и главнокомандующим. Ну, то есть цели были озвучены. Зачем придумывать? То есть это и отвлечение, это и сильные позиции, отвлечение их сил, и сильные позиции и так далее. Более того, вы знаете, я напомню, вот, ну, президент сказал то, что там, чужого не надо и так далее. Но помните, год назад Украина подписала как раз тоже вот, да, меморандум, или как это было, вот, я уже не помню, законопроект о исторических землях Украины. Вот, в том числе как раз в пограничье всем и так далее. Вы знаете, завтра что-то с Россией случится. Тоже не просто, кстати, супруга Навального вот переживает и написала текст о том, что вот, мол, что же вы там все хорошие люди, доброй воли, желаете развалу России. Да, мы же не знаем, какая турбулентная ситуация будет, да, Россия начнет рассыпаться, разваливаться. Никто не ожидал в 89-м и даже в 90-м году развала Советского Союза. И произойти как бы очень внезапно. Вот. И что Украина, Киев захочет, чтобы на его границах, вот скажем там, где вот Курщина, да, вот там, Прянщина, допустим, да, там вот Белгородчина, будут какие-то бандитские республики, это же нелепость, это же глупость. Ну, кто вообще в здоровом уме захочет, чтобы такое было, да? Ну, дальше как бы все логично, все понятно, всем все понятно, то есть тут не нужно как бы расшифровывать. Но то, что территории занимаются, да, и будут удерживаться, вот, это перенос войны на территорию врага, вот, это вне относительно политических там вот, устремлений Украины и что там будет и так далее. Сам факт того, что война переносится на территорию врага, это максимально грамотно. Всегда, когда на вас напали, вы должны стараться перенести войну на его территорию. Это аксиома военной мысли, это фундамент. То есть тут ничего нового нет, Украина велосипед не придумывает. Действия Киева не уникальны. Так нужно действовать. Так нужно еще 22 года было действовать. И, кстати, Украина действовала в 22 году уже точками У. И украинскими вертолетами были нанесены удары как раз на территории России. Просто тогда Украина не брала на это ответственность. Это не заявляла. Ну, понятно почему. Вот. Ну, понятно, что в украинском генштабе сидят не глупые люди. И любого, кого там спроси, Сырский и любые, кто заканчивали военное училище, они вам скажут, да, войну нужно переносить на территорию врага. Это как бы фундаментальная как бы основа. Кстати, Буданов, генерал, об этом открыто заявлял иностранным СМИ, когда говорил, да, нужно перенести войну на территорию России максимально. Все глубже и глубже, как он говорил. Но глубже и глубже, по мнению Буданова, это не 35, там, не 30 километров, как вот сейчас вот, территория вот, внедрения украинских войск на Курщині. Ігаля, от ви згадали про точку У, яка там є на орієнтовно 120 кілометрів. Далекобійна зброя. Про далекобійну зброю вже давно говорять в Україні з нашими партнерами. І в тому числі це, звичайно ж, Атакамс, які в нас є, але ми не можемо наповну їх використовувати. Ну і зараз з'явилася інформація про JASM, ракети JASM, там AGM-158. Вони можуть взагалі, там їхня модифікація 900 кілометрів досягати. От ваша думка, тому що неодноразово про це говорилося. Зараз вже німецький Шпігель передає, що завтра Зеленський особисто відвідає Німеччину, засідання Рамштайн, аби переконувати наших партнерів в тому, що нам потрібно в першу чергу ППО і далекобійна зброя. Ну от, власне, і тут Кірбі виступає, Білого дому, координатор, радник, що каже, мовляв, ну, ви знаєте, атакамси, вони не будуть дуже дієві, тому що 90% своєї авіації бойової Росія забрала. Так, вибачте, може ще довше почекаємо, аби Росія ще далі забрала авіацію? Ну, у мене таке враження, як вважаєте, Галь, що це якась така підкилимна змова.
Это чистая политика. Ну, все эти заявления там про авиацию, ну, это глупо, потому что есть и другие цели, даже если предположим, что авиацию не вывели из этой зоны 300 километров, есть логистика, логистические центры, вот, там, ремонтные центры и так далее, которые нужны на низкие удары. Есть много объектов, которыми можно бить дальнобойными ракетами. Нет, это чисто политика. Вот, и тут никак не связано, не нужно искать здесь логики, это чисто политика. Ну и как раз украинская дипломатия, поэтому в этой как бы сейчас всей этой парафии работает. Не просто так, ну, Зеленский говорит, что вот, кстати, Умеров до этого заявлял тоже, что они список там США подготовили, вот конкретно цели, которые хотят уничтожить. Ну, там же наверняка не только аэродромы, да, список целей подразумевает это разные цели. То есть, как я уже говорил, логистические узлы, хабы там и так далее. Вот, то есть нет, это чисто сейчас политика, дипломатия, вот, так что пожелаем удачи украинской дипломатии, ну, по крайней мере, за эти 2 года она показала себя довольно блестяще, ну, все то оружие, что пришло в Украину, и помощь, и так далее, это же не просто так с неба упало, это заслуга української дипломатії, в тому числі. Ігор, як ви вважаєте, а в чому проблема? Це лише політична воля і не бажання збільшити ескалацію, що Сполучені Штати Америки не дають... Американцы хотят контролировать ситуацию. Ну, то есть война — это хаос всегда. Любая война — это хаос. И задача руководства, от военного руководства, заканчивая политическим, упорядочить этот хаос. Но американцы рассматриваются, конечно же, как важными акторами, они считают этот хаос, они хотят его контролировать. Добре. Поэтому факт того, что Украине передали ракеты атакамс, но при этом есть запрет на использование территории России, Россия это знает, что она уязвима здесь. Это рычаг давления на Россию. Если сейчас Россия где-то что-то сделает, тут что-то то, что не нравится американцам, американцы могут дать Украине разрешение использовать атакамс. Вот, поэтому, да, это чистая политика. То есть, ну, Вашингтон хочет оставлять у себя в руках рычаг давления на Росію. Ігор, але якщо дивитися на далекоглядні перспективи і розвиток цієї війни, це казав один з міністрів закордонних справ Литви, що це, мовляв, згодовувати дракону, потрішки даючи йому м'ясо, з думкою про те, що він рано чи пізно наїсть, а це помилково. Тобто в далекій перспективі, якщо контролювати цю війну, то фізично, математично в цій війні перемагає Росія. Ну да, в чому вопрос? Питання в тому тоді, для чого США контролювати, якщо в далекій перспективі вони зазнають поразки. Ну, потому что война же идет не на территории США, гибнут же не американские дети. Добре, але... Вы говорите, что это для украинцев, да, что вот нужно дракона как бы кормить, но может американцам нужен дракон, иди знай. Они же отталкиваются от своих национальных интересов. Тоді мета для чого стільки мільярдів вкладувати, якщо в підсумку буде програш і позор, як в Афганістані? В смысле проигрыш? Они ослабили Россию. Россия потратила, уничтожила больше половины своего там, этого вооружений, их экономика находится как бы в ситуации, когда летит в пропасть. В смысле, вот, сами американские конгрессмены говорили, что это одно из самых лучших вложений. Ни один американский солдат не погиб, они потратили там несколько миллиардов долларов и фактически выбили Россию из игры, ну, на геополитическом как бы масштабе и так далее. Нет, с точки зрения Америки все понятно, все логично. Как бы, вот. Нужно понимать, что американцы помогают вам не потому, что им же жалко, что украинцы гибнут и так далее. Но это все максимально циничные, как бы, ну, любые государства, особенно такие большие, вот, они и руководствуются только своими сугубо национальными интересами. То есть они помогают вам не потому, что вас уничтожают, убивают и так далее, потому что у них есть свои интересы. Если бы эти интересы не соприкасались бы с вашими, они бы вам не помогали. Вот. Ваша как бы, роль вашей дипломатии, вашей политики — это как раз вырывать, отталкиваясь от своих украинских национальных интересов, вырывать себе и помощь, поддержку и так далее, и использовать ее, конечно же, во благо Украины и для украинских интересов. А не думать о том, что мы должны как-то вот обслуживать американские интересы. Нет, у американцев совершенно другие интересы. Не факт, что в этих интересах, например, заключается то, что Россия должна развалиться. Кстати, Америка была против того, чтобы Советский Союз развалился. Когда Советский Союз развалился, такой шок был. Они побежали его спасать сразу. Гуманитарку в 1991 году послали, и не только, кстати, США, но и Европа и так далее. И максимально поддерживали, суппортили Россию, чтобы она еще дальше не доразвалилась. Ігор, якщо згадувати, окрім Сполучених Штатів Америки, також Північно-Атлантичний альянс, ну, звісно, куди і входить США, і левову частку 50% фінансує. От Науседа, президент Литви, і Дуда Польщі, вони разом заявили, що, цитую, йдуть перемовини, йдуть розмови про те, щоб альянс або країни, які входять в альянс, збивали ракети на території України, які летять з боку Росії. Як ви вважаєте, наскільки це рішення може бути прийнято? І наскільки
близькі до того, аби, можливо, були ці кроки? Чи це далі будуть заяви, мовляв, обговорення? Пригадую, що вперше про це заговорили, коли підписували безпекові угоди Україна з Польщею, і тоді Дуда також про це згадував, що проговориться такий варіант. Нет ни одной причины, почему этого не должно случиться. Ну, то есть, опять же, это все в политической плоскости. Ну, как там, по-моему, это Кулеба недавно заявил, вот это, что ну, сбивать куски железа — это не участие в войне. Ну, там перехват. Ну, то есть, какая разница, если, допустим, шахед улетел или ракета крылатая залетела на территорию Польши, и вы ее сбили, ну, потому что вы захотели свое воздушное пространство, или она двигалась в сторону Польши, и вы сбили ее на территории Украины, ну, потому что она могла залететь гипотетически на территорию Польши. Тут же никакой разницы нет. Что Россия из этого сделает? Что, ядерную бомбу сбросит на Варшаву? Ну, может, ничего не сделает. Ну, то есть это все тоже в политической плоскости. Нужно понимать, что очень многие сейчас решения, они остаются ну, в рамках именно только политики, чистой политики, вот, и вот рычагов давления, которые они хотят, чтобы они оставались у них в руках. Вот, они в рамках того, что что-то это невозможно, или не хватает, или там есть страх какой-то там, и так далее, и так далее. Галь, якщо ми говоримо про Східний фронт і от на наступальні дії ворога, от зараз останні кілька днів, ну там, очевидно, і перекинули певні сили Збройні Сили України, там і Карадах, 15-та бригада НГУ працює, але я до чого веду, наскільки ще наступальний темп в таких от в такій інтенсивності зможе тримати Росія? Тобто є Курський напрямок, де сам Володимир Зеленський каже, що Росія згенерувала 60 тисяч, очевидно, перекинула з якихось напрямків. Ну, але не Сходу і Покровська так точно, хіба що ті сили, які мали би підсилити. І до чого я веду, що ми розуміємо, що є ж певна циклічність ведення бойових дій. Не можна один темп тримати постійно. Так от, чи буде захлинатися просування ворога на Покровську? Чи все ж таки це буде велика концентрація і регулярні підкидування резервів? Зависит от того, какие у них есть резервы. Это большой вопрос. Ну, в количестве их резервов, например, если действительно информация о том, что 60 тысяч перекинули вот в Курскую область, ну, тут представь арифметика, эти 60 тысяч могли быть перекинуты ну, на те же оккупированные территории Украины. Вот, в том числе на то же Покровское направление. У меня нет информации из российского генштаба, и ни у кого нет информации из российского генштаба о количестве у них резервов, которые они могут задействовать на том направлении. Поэтому участвуют многие прогнозы, они спекулятивные. Вообще в армии нельзя, ну, на войне нельзя делать прогнозы. Есть определенные всегда тенденции. То есть вот, сами военные, они отталкиваются от оперативных планов. Оперативные планы всегда строятся от худших сценариев. То есть оперативный план не строится от того, что сейчас вот все вот закончится у врага, и он остановится. Если военные так планируют, это плохие военные. Военные отталкиваются всегда от худшего сам. То есть, в том числе от захвата Покровска, например, продвижения там, и так далее, и так далее. Дальше развала фронта и так далее. То есть это как бы отправная точка планирования военного, и дальше оно выстраивается. Что нам нужно делать так, чтобы Покровск не захватили, что нам нужно делать, чтобы то и то не случилось. А не отталкиваться от того, что, вот, допустим, в сентябре у них закончатся резервы. Некоторые синт-аналитики, ну, западные, говорят, что к сентябрю должен иссякнуть как раз потенциал наступательный российский. Но синт-аналитики не военные, они не командуют войсками. Они могут заниматься такой вот шаманством и хиромантией, вот такой вот, заниматься этим прогнозированием. Военные не должны заниматься прогнозированием. Военные должны решать военные задачи. Поэтому, например, когда план обороны выстраивается в плане как бы, вот, оперативного искусства, вот, план обороны, у вас всегда есть зона остановки врага последняя. То есть никогда нет плана обороны, не исходит от того, что у врага иссякнет. Вы выстраиваете свою оборону так, чтобы максимально нанести ему такое поражение, и он потерял свой потенциал наступательный, есть определенная зона, вот, где вы должны восстановить. Дальше он уже продвигаться не может, значит, тогда ваш план обороны провалился. О чем это говорит? Это говорит о том, что как наступательные планы, они, естественно, засекречены, мы их не знаем, да, российские. И оборонительные планы Украины засекречены, тоже как бы не знают. Это как раз разведка друг друга пытается планы узнать, да, рассекретить их и так далее. Поэтому, когда вы спрашиваете людей не военных, не из армии, вот, такие вопросы, это всегда будут спекуляции, как далее на кофейной гуще. Более того, если вы спрашиваете военных людей, они не должны такие вещи рассказывать. Если они начинают такие вещи публично в прямых эфирах рассказывать, это не профессионализм. Зрозуміло, дякую, Галь. Також хотів би вас запитатися про Придністров'я, тому що от є заява від
Міністерства закордонних справ Російської Федерації в обличчі Захарової, ну як не як вона офіційний представник, вона каже, що провокації проти Придністров'я розглядатимуться як напад на Росію. Ну і там обіцяють великі наслідки. Ну ми вже бачили захід на російську територію і якось не дуже ці погрози діяли. Але в мене питання в іншому. Наскільки реальний варіант розвитку подій навколо Придністров'я і чи потрібен він? Я не знаю, реально и нереально, это решать как бы Киеву, вот, ну, моя бы воля, я могу говорить своей точки зрения, вот, разнести нафиг Приднестровье, взять там пленных и взять трофей, вот, отдать эту территорию потом Молдове, сильно политическая позиция, ну, то есть, это же как бы нонсенс, когда у вас прямо в тылу, буквально в смысле, в тылу, изолировано в том котле, то есть они там полностью окружены, вот, и сидят два российских батальона плюс боевики, которых они вооружают, ну, нафиг это надо? Вы там держите определенные те или иные силы. Зачем? Вот. Лучше решить этот вопрос. Более того, опять же, говорю, это плены, причем ценные плены, там офицеры есть, семьями офицеры российские и так далее. Это плены вот, и трофеи. Там есть техника, там есть оружие, там есть взрывчатка всевозможная и так далее. Это все можно взять, вот, да, там всякие эти инструменты, военное оборудование и так далее. Украина находится в такой сложной ситуации, что вам каждый броневик, каждая пушка еще, да, каждая гаубица, вот, каждая какая-нибудь система и так далее, она вам в плюс. Ваши технари найдут, что с этим делать. Вот. Ігор, так, звісно, хотів вас запитатися про те, що відбувається в Ізраїлі, тому що останнє, що я ще ознайомлювався, так, те, що там протести кілька днів були, я не знаю, чи зараз проходять в Ізраїлі, за те, щоб підписати якесь перемир'я з Хамасом. Очевидно, Ентоні Блінкен так, перебуває немало часу в Ізраїлі і комунікує. І пріоритетний напрямок, я так розумію, також Ізраїль. Яка зараз ситуація? В якому положенні Нетаньяху, наскільки він, тобто він завжди віднікується, що от та чи інша операція не була поставлена йому до відома. Тобто наскільки ізраїльтяни вже наситилися Нетаньяху, і ці от протести, в що вони можуть перерости? Та й загалом, будь ласка, опишіть, що відбувається. І, звичайно ж, повідомили про те, що 6 заручників, які в жовтні минулого року були взяті в полон, вони знайдені мертвими. Да, заложники это не пленные. Заложники были взяты и удерживаются террористами, потому что они не были взяты в плен. Вот. Террористы не берут в плен. Берут заложников как раз с целью политических требований, ну, с теме терроризма. Что касается Нетаньяху и протеста, я комментировать не могу, потому что это политические вопросы. Я не могу комментировать политические вопросы. С военной точки зрения, ну, в секторе Газа происходит зачистка, продолжается. Там сектор Газа разрезан на несколько частей, кусков. Там сейчас строятся дороги израильской армии. Вот, Филадельфийский коридор, так называемый, там граница с Египтом. Нецарим коридор есть, там тоже строится дорога и военные базы. Вот. Ну и войска проводят контртеррористические меры, выискивают вот, схроны с оружием террористов, уничтожают террористов, лидеров террористов и так далее. Вот, конечно же, идет поиск заложников в том числе. Хамас казнил 6 заложников вот, неделю назад. Один заложник был спасен, вытащен. Вот. То есть там идет типичные контртеррористические меры контртерроризма. На севере Израиля происходит война низкой интенсивности с Хизбаллой, прокси Ирана, практически иранский корпус в Ливане, вот, экспедиционный Хизбалла, который полностью вооружается, обеспечивается Ираном. Вот. Хизбалла обстреливает север Израиля, Израиль наносит удары по Ливану, по объектам Хизбаллы. Но опять же, эта ситуация не новая, тем, кто как бы, следит за этой ситуацией, то есть это уже длится как бы годы, здесь ничего нового нет. Просто интенсивность выше, большой войны никто не хочет. Израиль не хочет большой войны, Иран не хочет большой войны, Хизбалла не хочет большой войны. Вот, но при этом вот как-то воевать же надо, вот как-то нужно все-таки показывать своим, что все-таки как бы война там с клятыми сионистами ведется, поэтому Хизбалла старается вот, на низкой интенсивности держать все боевые действия. Иран, как мы видим, после того, как Израиль ликвидировал в Тегеране лидера Хамаса Анию, вот, грозился отомстить, но в конечном итоге ничего не сделал. Вот. Ну, почему он этого не сделал, опять же, это, наверное, нужно спрашивать, не знаю, этих корпус стражей исламской революции, их, почему они грозились, но ничего не сделали. Вот. Но так или иначе, очевидно, что они не хотят большой войны, они прекрасно понимают, что в большой войне, вот, да, нам будет больно, но им тоже будет очень больно, вот, поэтому как бы они все-таки не самоубийцы. До речі, Галь, ви згадали про те, що Іран дуже грозився дати відповідь за ліквідацію, підтверджену, так, лидера Хамасу и на подтверждение. Ну, ликвидация Хани и была, Израиль не взял на себя ответственность, но всем понятно, как бы, что как бы, ни камень с неба упал.
Ну от власне і Іран знову ж таки обіцяв відповісти. Наскільки і наразі немає відповіді. Наскільки це репутаційний удар, можна так сказати, в світі, де Іран контролює свої проксі, Хезболла, Хамас. Відповідно, наскільки це демонструє, що ми ліквідували таких шишок. І Ізраїль далі може працювати і не буде відповіді. Тобто, чи все ж таки якийсь варіант готує Іран? Смотрите, очень важный момент. Тот факт, что получилось в сердце Тегерана, в охраняемом объекте, объект, который охранялся не просто, а корпусом стражей исламской революции, уничтожить лидера, да, во время инаугурации президента нового, иранского, говорит о том, что есть глубокое проникновение, вероятно, как заявляется, опять же, там, западными медиа и так далее, израильских спецслужб. Это говорит о том, что как была бомба в комнате, где должен был ночевать Хания, это на охраняемом корпусом стражей исламской революции объекте. Это не просто где-то какой-то дом где-то. Вот если там была бомба, то любой какой-нибудь генерал, СИР или даже тот же верховный аятолла, например, да, и так далее, уже прекрасно понимают такую вещь, что если завтра они захотят, например, нанести какой-то массированный ракетный удар по Израилю, ничто не исключает, что такая бомба будет заложена в том числе и в его кабинете. То есть тот факт того, что в сердце Тегерана получилось уничтожить настолько высокопоставленного функционера и настолько охраняемом объекте, это тоже, кстати, один из факторов, который вполне может сдерживать Иран от большой войны. Потому что они пекутся за свою жизнь. Но мы прекрасно видим, что уничтожение Хании, до этого уничтожения топового одного из самых высших генералов Захиди Израилем в Дамаске, когда был удар в помещении возле посольства, когда как раз Иран тогда более сотни ракет и там еще где-то 200 крылатых и беспилотников послал по Израилю. До этого еще американцы уничтожили Сулеймани, генерала, несколько лет назад. То есть иранцы прекрасно видят, что да, и Израиль, и те же американцы могут уничтожать их топовых лидеров. Это тоже сдерживающий фактор. То есть все хотят жить. То есть они могут дважды подумать, а нужно ли им сейчас начинать большую войну, то сейчас начнут взрываться их кабинеты и будут обезглавлены верхушка иранская и так далее. Вот. Да, репутационно ударило по ним в плане их симпатиков и поддержки, то есть так называемая, они называют ось сопротивления, террористическая ось. Опять же, это Сирия, Хезболла, это Хамас, это исламский джихад, это Иран, который все это возглавляет. Называют щупальцы Ирана, да, такая большая их ось, это террористическая, цель этой оси во многом уничтожение Израиля, как раз декларируется. Да, там ожидали в Ираке симпатики, сторонники этой оси. Есть иракская Хезболла, есть Хезболла, которая в Ливане, есть Хезболла, которая в Ираке. И это все тоже на попечительстве, и на обеспечении, и на поддержке Ирана. Но, несмотря на то, что там нерепутационные риски, Иран — это грозный враг, это большое государство, сильное, мощное. Ни в коем случае нельзя преуменьшать угрозу со стороны Ирана. Думаю, в Израиле не преуменьшают. Все прекрасно понимают, что Иран действительно это грозный враг. Ігаль, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити про важливі процеси і важливі процеси в цій Спасибо за війні. приглашення. Дякую вам. Нагадаю, нашим глядачам, з нами був Ігаль Левін, це військовий експерт та аналітик. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і, звісно ж, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.